Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Для тех, кто только зашел на мой канал, подписывайтесь. Здесь много чего интересного. Также обращаюсь к тем, кто хочет заказать личный расклад. Пожалуйста, я укажу свои координаты, как можно со мной будет связаться в описании к этому видео. А также, кто захочет оказать помощь в развитии каналу, также укажу ссылку. И также можно отправлять финансовую помощь в качестве вашей благодарности. Итак, давайте сегодня посмотрим на такую тему, как что думает тот человек, с которым у вас произошел конфликт. Что он думает о вас. Представьте этого человека, с кем вы можете на данный период времени не общаться. Вообще, давайте посмотрим, что же у вас произошло, что на сегодня у вас в ваших отношениях. Так, здесь однозначно друг друга вы не слышите. Я извиняюсь за посторонние звуки, а то потом начнут говорить, да, сезон. Здесь, скорее всего, и мужчина отстраняется от женщины, и женщина от мужчины. Здесь идет обоюдное недоверие, страхи. Так, что на сегодня еще у вас? Здесь я так поняла, здесь, скорее всего, женщина здесь идет, которая сама себя сделала, да, пришла к этому состоянию. Скорее всего, вы материально поднялись. Однозначно здесь женщина после этих отношений начала выглядеть очень даже замечательно, кардинально изменилась, причем в лучшую сторону. Женщина здесь стала очень классной, независимой, рассчитывает только на себя. Помимо этого, я вам скажу, что между вами есть то, что мужчина вам что-то должен отдать. Он здесь убегает от ответственности конкретно. Помимо этого, женщина на сегодня не нуждается в этом мужчине. И женщина здесь отгораживается от него. Это вот что на сегодня у вас. Между этим, да, мужчина бы хотел бы как-то пообщаться с вами, но женщина здесь отворачивается от него. Что еще происходит на сегодня между вами? Однозначно для женщины этот союз, да, между вами, какие-либо не были отношения, для вас это как груз. Вот когда у вас были отношения с этим мужчиной, да, вот больше всего ответственности, скорее всего, здесь на себе тащила женщина. Не оправдались ваши иллюзии. Ваш союз здесь настолько сложный, очень много проблем. Ну и мужчина здесь, скорее всего, фантазер, много чего пообещал и не реализовал. При этом здесь женщина, скорее всего, поняла, что здесь ловить нечего. Соответственно, поэтому она сейчас не смотрит в его сторону. Ей комфортно быть одной. Что еще на сегодня между вами происходит? Так, мужчина здесь эгоист. Мужчина тот, который, будучи в ваших отношениях, он мог много чего не договаривать, вообще ясности не было в ваших отношениях. Мужчина думал о своем комфорте. Мужчина может выпивать, гулять, других женщин, да, любил. Помимо этого, я вам скажу, мужчина давал согласие на появление лишних людей в вашей жизни. Это, то бишь, третьи лица, да? Соответственно, вы этому мужчине вообще не доверяете. Доверия здесь нет. Ну и, скорее всего, мужчина тоже здесь. Страхи какие-то есть. Но и еще могу добавить то, что все равно здесь мужчина, конечно, на вас подвис. Вот все равно какая-то даже ментальная, какая-то незаметная ниточка вас связывает. Так все-таки на сегодня что у вас между вами? Кстати, здесь больше всего, я вам скажу, мужчина на вас обижен, мужчина на вас агрессирует. Почему агрессирует? Потому что не оправдались его желания, его иллюзии не оправдались. Он получил то, что не планировал. Ну и женщина каким-то образом, для женщины этот союз прям головная боль. Мужчина почему-то здесь разочаровался. Это, скорее всего, на данный период времени у него головняк. Почему? Потому что вы вроде сейчас вот в более стабильной ситуации, да, находитесь, нежели он. Итак, давайте смотреть, что же ты думаешь. Давайте лучше так. Почему у вас произошел конфликт? Почему?
Я больше, наверное, склоняюсь то, что здесь может смотреть те люди, которые были в браке, либо до брака не дошли, либо те люди, у которых были серьезные отношения. Здесь мужчина конкретно от ответственности убежал. Убежал в поисках, наверное, более выгодных материальных задач. Появился, наверное, кто-то, мужчина здесь двойственный. Скорее всего, здесь еще параллельно кто-то был. Ну и вообще мужчина, конечно, здесь незрелый. Почему у вас произошел здесь конфликт? Почему? Потому что здесь может такое быть, то, что вы пошли против этого мужчины. Может быть, здесь каким-то образом еще дети фигурируют. Тем самым вы могли его за его двойственность, предположим, наказать. Тем самым, что не давать видеться с ребенком. Может, он есть какие-то, может, алименты должен. Вот какие-то выплаты здесь. Вот это связано с деньгами. Мужчина здесь не готов. Вот не готов. Так что еще, почему конфликт у вас произошел? Почему? Здесь мужчина, еще раз опять повторяюсь, в том, что он увидел для себя более благополучный вариант. Тем самым мужчина здесь не хотел жертвовать собой. Да? Почему? Потому что здесь мужчина такой, который красавчик, на коне любит самоутверждаться. Он для себя увидел более выгодный вариант. И получается так, что в данной ситуации вы оказались в жертвенной позиции. Так, а что конкретно произошло? Вот последняя точка кипения. Последняя точка кипения. Он вас кинул. Он вас кинул, причем, я вам скажу, в очень плохой жизненной ситуации, когда вы могли остаться без денег, со здоровьем были проблемы. Помимо этого обвинял вас, нападал, здесь ревность была, весь балаган здесь был. Помимо этого здесь мужчина, ну, как-то слегка, вот знаете как, от вас отказался, вот как просто воспользовался салфеткой и выбросил. Здесь, я вам скажу, он поступил с вами как, ну, полный идиот. И к чему это привело все-таки? Вы узнали, что здесь еще, помимо вас, есть еще кто-то. Вот он конфликт. Скорее всего, я вам скажу, здесь вскрылась какая-то правда касательно другой женщины. Это вас вообще убило. Причем эта женщина была со стороны. Может быть, это даже не любовница, может быть, это мать, может быть, не знаю, кто-то на него здесь повлиял. Еще могу добавить, что здесь, скорее всего, на мужчину было сделано кое-что. После чего, да, мужчина выбрал здесь не вас. Итак, я вам скажу то, что здесь мужчина поступил с вами очень жестко, хладнокровно. Не удивляйтесь тому, он мог вас кинуть и создать параллельные другие отношения. Эта женщина, которая появилась, она могла с ним вместе работать. Он за ней там пристально ухаживал. Кстати, у них был секс. Сексуальные были отношения. Причем здесь мужчина, я вам скажу, в ту сторону очень сильно потянуло. Даже могу, если не работа, ну, соответственно, они познакомились в каком-то здании. Может, не знаю, может, он куда-нибудь по делам двигался. Соответственно, там с ней познакомился. И эта женщина так сильно повлияла на ваш союз. Он, кстати, мог на ней жениться после вас. Ну, вас использовал. Ну, хорошо. Помимо этого добавлю то, что здесь мужчина оставил вас в такой ситуации, да, он еще мог вас критиковать, всю вину сбрасывать на вас, помимо этого распускать слухи, да. Итак, в оконцовке, чем же это все-таки ваш конфликт здесь закончился? Чем он закончился, ваш конфликт? Ага, здесь все-таки... Все, конфликт здесь мужчина вас по-скотски предал, начал относиться к вам очень холодно, отстраненно, весь мусор на вас скидывать, манипулировал, обманывал здесь вас, предавал. Здесь у него женщина, скорее всего, появилась более платежеспособная, но для него. Ох, хитрый жук здесь, манипулятор еще тот. Хорошо, он от вас отстранялся. А зачем ты отстранялся? Цель какова была твоя отстранение? Здесь, скорее всего, не исключая того, что семейные пары, да, меня смотрят, не исключая того, что либо, повторяюсь еще раз, если это либо ваш супруг, либо тот мужчина, с которым у вас были серьезные отношения,
этот у нас дорогой мужчинка, он ушел в те условия, где лучше будет для него. Мужчина здесь эгоистичный. Еще могу добавить, что этот мужчина конкретно кинул вас с детьми. Почему? Потому что он решил для себя, что это будет лучше. И еще что-то сделал. Что ты сделал? Все, он повлиял. Здесь, кстати, женщина могла от него, либо, может, вы переехали, да, отказались от этого мужчины. Все, после этого поступка мужчина сам, ну, придурок, поменял судьбу, да, тем самым женщина здесь изменилась, обстоятельства изменились, кто-то мог переехать, да, между вами на данный период времени расстояния, судьбоносные, да, изменения произошли. Но кто закрутил вот это вот, господи, кто закрутил, господи, вот уже заговариваюсь. Ну, закрутил этот весь конфликт. Здесь мужчина, после чего женщина здесь закрылась и, ну вот. Здесь, извините, но я вам скажу, как есть. Здесь конченый мудак. Здесь мужчина тот, который с вами поступил как последняя свинья. Здесь он мог обвинять вас, угрожать. Все это делал он спланированно. Здесь не такой дурачок, вы не думайте. Он об этом думал. Все спланировал. И он рассчитывал на то, что все равно вы попадетесь в его, понимаете, в его лапы. Не убежите от него. Так, не убежите. Здесь мужчина такой доминант. Причем, я вам скажу, здесь мужчина и руки мог распускать, пить, гулять. Но, конечно, он выбрал тот путь, где будет ему легко. Он же дьявол. И, соответственно, дьявол это тот искуситель, да. Ну и что еще ты сделал? А здесь женщина. Женщина здесь от него закрылась. Женщина оказалась вообще в тупике. И на данный период времени скажу то, что какое-то время вы ждали от него. Может, вернется или что-нибудь напишет, объяснить. Но так понимаю, что не дождались. А мужчина здесь... Мужчина все-таки для кого-то, у кого-то появился на горизонте, да. Здесь мужчина-манипулятор. Здесь такая, извините, тварь. Говорю, как есть. Здесь еще тот манипулятор. Кстати, на этом мужчине, правда, есть магия. И над ним стоит женщина. Не знаю, мать, сестра, кто там, любовница, жена, кто, не знаю. Но есть тот человек, который им управляет. Но помимо этого, ваш тоже не святой. И он хочет вас опять, понимаете, скрутить вот в этот бараний рог, чтобы вы от него зависели, чтобы вы в нем нуждались, понимаете? Чтобы у вас было сильное притяжение к нему. А он такой вот. Если подходит, то смотрим дальше. Все-таки, что думает о вас тот человек, с кем вы на данный период времени не вместе, с кем у вас произошел конфликт. Ну, давайте смотреть, что же думает о вас тот человек, с которым вы не вместе, с которым у вас произошел конфликт и нет общения. Что же он о вас думает? А он о вас правда думает. Он о вас очень даже думает. Кстати, у кого-то здесь происходят судебные вопросы, да, судебные дела. Может, кто-то разводится, на грани развода, либо развелись уже. Во-первых, если вы с ним судитесь, да, я вас сразу предупреждаю, он рассчитывает на победу, и он пойдет по грязному пути. Если с этим мужчиной вы не состояли в браке, да, он все равно хочет вам доказать, что он прав, и ты будешь делать так, как я хочу, я здесь самый лучший, понимаете? Тем самым он хочет на вас нагонять страх. Помимо этого, еще что могу добавить? Он больше здесь о себе думает, да? Еще что ты думаешь об этой женщине? Вот правда о вас. Он, кстати, о вас мечтает. И он, кстати, на вас здесь строит планы. Почему планы? Здесь, я так понимаю, женщина, да, когда вы остались у разбитого корыта, да, когда этот свинья, по-другому никак не могу, да, назвать, называю вещи своими именами. Извините, кого, если оскорбила. Я не буду говорить, что, как это делают другие тарологи, что женщина во всем виновата, что вы должны, простите его. Понимаете, ну за что прощать, извините. Вот я когда слышу такой бред, вот вы должны его простить и пойти с ним на разговор.
Вот даже и психологи многие говорят, да. Но я, например, считаю, если такую тварь простить, то он еще раз проедется по вам. Почему? Потому что характеристика, соответственно, такая. Ну вы кто, мать Тереза, что ли, чтобы прощать таких вот? Ну сегодня вы простите, завтра он еще хлеще вам сделает. Ну и что вы будете в вечных дурах сидеть, которые, извините, вас топтают, а вы говорите, я тебя прощаю, я на тебя зла не держу. Ну ладно, зло пройдет, но обида же она остается. Да, этот мужчина, он для вас идет судьбоносный мужчина, здесь непростой. По-любому бы вас судьба свела здесь. Тем самым посмотрите на сегодня. Еще раз повторяюсь, если у вас с ним какие-то идут судебные дела, да, этот мужчина будет врать, выходить как-то, вот знаете, сухим из воды. Имейте в виду. Еще могу что добавить, что мужчина о вас думает, да, несмотря на все эти сложности судьбоносные, вот те, которые произошли у вас, и бедства, и все, что. Еще могу добавить, что мужчина ожидал, что вы приползете к нему на коленях и будете умолять его о помощи. Но женщина здесь поступила по-иному. Смотрите, женщина здесь уходит в будущее, но этот мужчина какие-то планы на вас строит. Что ты еще об этой женщине думаешь? Что ты думаешь? Во-первых, с одной стороны, вы для него, наверное, доминант. Женщина такая, которая, да, все равно делает так, как ей надо. Сексуально он вас хочет. Здесь вы для него женщина-праздник все равно. Ну вот есть какая-то тяжесть. А вот именно какая именно с вами тяжесть здесь? Ага. Знаете что? Вы для него тоже непростая здесь мадам. Еще раз говорю, либо вы являетесь матерью его ребенка, либо супруга, да? Женщина здесь тоже не промах. Но это вы на сегодня, да, уже окрепли. Вы этого вашего принца считываете мгновенно. Вы понимаете, что он манипулятор. Вы уже тоже много чему здесь научились. Но женщина здесь очень сильная. Причем эта женщина знает. Понимаете, она уже классная, она красивая, она уже чего-то добилась. Даже если вы на сегодня еще пока не стоите на ногах, да, так вот, то женщина к этому стремится, и он видит прекрасно, что женщина все равно ему не уступает, никак не ведется на его провокации. Женщина здесь молодец. Она, соответственно, вы, да, вы все равно преследуете сначала свои интересы. Почему? Потому что здесь, извините, такой вот кадр в вашей жизни, соответственно, был. Научил, благодарю. Сама здесь женщина тоже. Понимаете, он сейчас прекрасно понимает то, что вы сейчас на уступки не пойдете. Здесь женщина выросла. Ну, кого она будет слушать? Этого придурка, что ли? Он, кстати, вас начал уважать. Так, что еще на вас думает на сегодня? Что вы приняли для себя какое-то решение? Все, здесь вы для себя решили однозначно, что мужчина этот вам не нужен. Не нужны его никакие там... Кстати, мужчина хочет с вами помириться. Помириться хочет здесь, что-то для вас сделать. Но почему-то здесь женщина отказывается. Вы для себя решили, что здесь уже ловить нечего. Так. Вот так вот. И он о вас, кстати, еще параллельно, что он о вас думает, да? Что как бы он к вам сейчас хорошо не относился, вот, предположим, он придет, что-то вам предложит. Женщина здесь откажется. Что он еще о вас думает? О вас думает... нагулялся ваш принц, что он вам разбил сердце. Сейчас он вас предал, причем поступил он с вами очень некрасиво, это мягко будет сказано, да? Ну, дошлялся, что сейчас, скорее всего, у вас очень много обид на этого принца. Он бы, конечно, хотел бы как-нибудь с вами связаться, написать что-нибудь, да, дать о себе знать. Но он понимает, что здесь он причинил вам боль. Так, что ты еще об этой женщине думаешь? Вы от него закрываетесь. Помимо этого, вы на данный период времени для него закрыты. Он, кстати, думает, откуда у нее деньги. Вы для него сейчас, понимаете, кстати, если вы с ним состояли в каких-то стабильных отношениях, он бы не отказался бы тоже, может, в качестве вас любовницы пригласить, даже если вы супруга. Помимо этого, мужчина, он бы не хотел, чтобы вы узнали о его доходах. Не забываем то, что мужчина вам каким-то образом что-то он вам должен, а именно материалки. Может быть, он вас когда-то обворовал, может быть, алименты недоплачивают. Вот что-то он от вас именно касательно денег от вас хочет скрыть. Ну и помимо этого он и о вас думает, что вы от него скрываете какие-то доходы, что вы для него сейчас закрытая книга. Так, что он о вас еще думает сегодня? Ой, что не нужна вам ни семья с ним, ничего. Понимаете? Вы для себя уже обнулили отношения эти.
Кстати, еще могу добавить, что он думает о вас, что вы как будто, вот смотрите, он перекладывает свою ответственность на вас. Вот вы не хотите с ним вот оставаться, если вы семья были в прошлом или в настоящем, да, являетесь пока, что вы сами отказываетесь, что вам здесь ловить нечего. Но он прекрасно еще и понимает, что он с вами поступил здесь как последняя да, скотина, свинья, как хотите, что он вас оставил в такой позиции, он с вами поступил инфантильно, еще раз повторяю, что он выбросил вас на произвол судьбы, с детьми, хоть с кем, ему было плевать, понимаете? Так, для чего тебе нужна эта женщина? Для чего? Он, кстати, ждет вас. Когда же именно не он, заметьте, когда вы дадите ему уже намек на то, что, ну, братец, я вроде и тебя не хочу отпускать, типа посидели, подумали, давай останемся типа вместе, что именно вы будете держать его, понимаете? Что он от вас хотел бы еще шанс получить. Он этого очень хочет. Почему? Я вам еще раз говорю, здесь мужчина бы хотел бы, чтобы вы сохранили этот союз. Это он так хочет. Но, добавлю, так как здесь мужчина у нас эгоистичный, не забываем то, что сколько волка не корми, все равно будет в лес смотреть. Вот так вот. Что ты еще от этой женщины хочешь? Чтобы вы изменились, понимаете? Чтобы вы окончательно, чтобы этот меч войны, все, закончился между вами. Мужчина сам не понимает, мужчина двойственный здесь, параллельно здесь еще кто-то есть в его отношениях. Он хочет, чтобы вы перестали на него злиться, конкретно. Что ты еще конкретно хочешь от этой женщины? Он бы хотел бы с вами взаимодействовать. Еще раз добавлю, что мужчина бы не прочь был бы опять восстановить союз, но параллельно еще кого-то на стороне иметь. Если вы являетесь любовницей, будьте добры, извините, принимайте своего принца с супругой. Если вы супруга, принимайте его, ну, с той, с кем он сейчас. Он бы с вами, знаете, как бы хотел бы как-то взаимодействовать, общаться с вами, помимо этого оставаться в свободных отношениях. Он бы не прочь, вот, например, съездить куда-нибудь на отдых, провести время, да? Да, что ты еще от этой женщины хочешь? Ну, он вам конкретно говорит, ну, хватит уже все от меня отстраняться, ты меня сама отстраняешь от себя, мы вместе здесь страдаем, оба разочарованы. Здесь женщина больше разочарована. Женщина все, здесь, ну, не нужен он ей. Не нужен. Женщина здесь поняла, что здесь ловить нечего, а он хочет наоборот. Что ты еще хочешь от этой женщины? Кстати, для кого-то, если еще на горизонте он не был, он хочет приехать к вам. Сразу говорю, все, что он будет говорить, стопроцентный будет обман. Люблю, значит, я тебя хочу поиметь. Он хочет прорыва, он каким-то способом хитро... Жопы здесь такой вот товарищ, продуманный очень... Понимаете, он хочет опять вновь ворваться в вашу жизнь, но манипуляции, не забывайте, никуда не делись. Обманы, недосказанности, все, что, от чего вы убежали, будет снова. Зачем ты хочешь эту женщину обманывать? Для чего? Для чего? Во-первых, сексуально. Вы ему очень нужны, скорее всего, здесь мужчина, когда он с вами, да? Во-первых, смотрите еще, что здесь показывает. Во-первых, ему спокойно. Вот вы для него как покой. Может быть, у него дела идут в гору, когда вы с ним рядом. Вы для него женщина сексуальная, сильная. Понимаете, вы должны для него... здесь мужчина вами подпитывается. Когда он с вами... Ну, у него как вот, знаете, ну, удача прет, наверное. Но здесь мужчина такой очень эгоистичный, очень эгоистичный. Ну, еще если есть дети, конечно. Только не требуйте от него денег, еще могу сказать. Зачем тебе эта женщина? Для того, чтобы вы перестали на него злиться за то предательство, что он типа по-другому не мог никак поступить. Но я так понимаю, что он сам на данный период времени остался в дураках, дошлялся. Но окей, ты эту женщину предал по-свински. И к чему это привело в оконцовке для тебя? Так... Для того, что все, женщина здесь поняла свою ценность, женщина не нуждается в этом мужчине. Для женщины этот мужчина умер. Все, женщина здесь никак не проявляется, не бегает, ничего. Он для себя что понял? Значит, ага, я ее предал, ты посмотри, какая она стала красотка. Не нуждается во мне, он очень на вас злится, обижен. Почему? Потому что вы к нему никак не проявляетесь. Соответственно, и он словил здесь тишину. Так, к чему еще привело это предательство? Ох, эмоции какие. Посмотрите, что
К чему предательство его привело? То, что у вас был союз, еще раз повторяюсь, да, что здесь, возможно, с большой вероятностью смотрят те люди, которые состояли в браке, либо состоят на данный период времени, но по каким-то причинам не находятся вместе. Ушла любовь, взаимопонимание, помимо этого стабильности нет здесь, да, любви нет, недоверия. Ладно, чем ты еще добился этим своим предательством? Вот теперь между вами он на вас злится, ревнует, конфликтует. Не исключая того, что мужчина здесь опять, снова, в 500 раз повторяюсь, здесь связано с деньгами. Понимаете? Он не считает это правом, что типа, что я тебе должен что-то вернуть. А на самом деле должен. Что-то еще. Ох. Вот видите как, смотрите, хочет. Вот хочет опять в вашей жизни появиться, но отстраняется. Понимаете как? Показывает свой характер. Посмотри, я в тебе тоже не нуждаюсь. Да. Ну и в концовке, что ты хочешь этой женщине передать? Передать, что ты хочешь. Знаете как? Вы его добили. Девочки, я вас поздравляю, вы ему сбили здесь корону. Своим отношением к вам, да, вы его сравняли с землей. Когда-то он вас, да, мужчина предавал и не думал, к чему это все приведет. Но на сегодня картина такова, что этот мужчина чего он добился, что с вашей стороны нет ни уважения к этому мужчине. Вы с этим мужчиной вообще не готовы никак не считаться. Он для вас уже просто никто. Ну, допрыгался, да. Мужчину, кстати, этот вопрос очень интересует, очень тревожит. Он об этом по ночам думает, да, что все-таки не получилось, не получилось. Как-то показать и сделать так, чтобы вы прыгали под его дудку, да. Здесь мужчина однозначно за счет вас самоутверждался. Помимо этого, он просто над вами издевался. В ваших отношениях было все, как хочет он. Здесь, когда вы, понимаете, показали, кто вы есть на самом деле, да, когда он вас допек уже, что все здесь уже понял, что здесь, извините, на ваши провокации, на ваши манипуляции никто здесь не пойдет. Что женщина здесь окрепла, сильная, да, то, что у нее уже нюх на таких, как вот этот персонаж. Соответственно, он понимает, что здесь будет с вами очень сложно. Даже на сегодня между вами очень сложно. Ну и что ты еще напоследок хочешь этой женщине сказать? Он уже говорит о том, что если разрушилось, либо разрушается, да, оставить все как есть. Но надеется все-таки на какие-то изменения, что вот когда-то ваш конфликт, да, он перерастет, может, ваше общение, может, перерастет в то, что, может, ваши все-таки отношения наладятся, понимаете? Но ваш союз разрушил он. Так извини, любишь на саночках кататься, да, так люби и возить их. Но здесь мужчина, я так понимаю, отклоняется от ответственности за вас, за детей, не знаю. Но вот как конкретно он вам что-то здесь должен. Либо вам, либо вашим детям. Он всячески от этого отказывается. Ну и тем самым вы, конечно, утерли ему здесь нос. Мужчина, здесь больше даже склоняясь не как женщина о нем думает, зациклена на нем, а как мужчина уже. Почему? Потому что женщина здесь конкретно показала позицию, да, что она не нуждается в этом союзе. Ну все уже, все, что можно уже с этой женщиной плохого, уже все сделали. Ну что ты от нее хочешь снова? Нет. Понимаете? Опять хочет. Принимать решение, как всегда, вам. Пожалуйста, хотите американские горки, пожалуйста, у вас есть претендент, который может вас с удовольствием покатать. Но если вы опять вступите, да, в отношения с этим мужчиной, бесполезно договариваться. Понимаете как? Доверять ему. Опять обманет вас. Не знаю. Если вы там по нему еще страдаете, все равно он вас еще не отпустил и не готов отпускать. Здесь больше женщина склоняется как-то от него убежать уже. Ну, выходит здесь так. Вот такой сегодня у нас был расклад. Мужчина о вас думает, мужчина все-таки на вас больше зациклен, нежели вы. С кем срезонировало? Жду от вас обратной связи. Мне очень приятно, что вы комментируете, ставите лайки. Я вам очень благодарна за обратную связь. Также подписывайтесь на мой канал, с кем резонируют мои расклады. Ну и также, конечно, для личного расклада обращайтесь. И как всегда, я вам скажу, до скорой встречи.